Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Чинара обменивается вишневым соком с бараном и получает отравленный апельсиновый сок барана. Пока Хаджер Ханем тайно наблюдает за ними, Тарик стоит позади нее и спрашивает, что ты здесь делаешь. Когда госпожа Хаджер пугается Тарика, который внезапно подходит к ней сзади и роняет бутылку с ядом, Тарик говорит: «Я этого не делал», в то время как госпожа Хаджер бормочет: «Я хотела добавить его во фруктовый сок барана». Тарик бежит, обнимает Чинара и ведет его внутрь. Баран и Дилан не понимают, что произошло. В этот момент Дилан падает и ломается, забирая апельсиновый сок из руки Чинара, думая, что он может быть холодным. Когда баран спрашивает, что это такое, Дилан отвечает: «Я не понимаю, он, наверное, думал, что что-то случится с Чинаром, когда стекло разобьется». Когда Тарик приводит Чинара в свою комнату, Чинар говорит: «Прости, папа, стекло разбилось по ошибке». Тарик говорит: «Это не твоя вина, сынок, давай, отдохни», и уходит. Когда вы встречаете госпожу Хаджер: «Мама, в этом доме есть ребенок, ваши глаза ослеплены злобой и ненавистью, почему вы используете яд?» «Госпожа Хаджер, что я должен был сделать? Должен ли я сидеть и смотреть, как вы?» Пока Карабеи снова пришли к власти и сказали, что мы снова на краю обрыва, приходит Джейда и спрашивает, что вы делаете. Вот так публично, чтобы все могли услышать всю нашу грязную одежду. Тарик говорит: «Если ты не собираешься останавливаться, мама, я возьму сына и пойду, давай, Джейда», и уходит. Берфин, Акиф, Ипек и Айхан украшают дом ко дню рождения Гэжи Айхан. Господин Кудрет протягивает ему пакет со словами: «Это для тебя». «Мисс Азади, я не могу открыть», моя дочь спрашивает: «Можете ли вы открыть?» Когда Дилан открывает глаза, его глаза широко открываются. Все задаются вопросом, что находится в коробке. «Это серьга Гуля», говорит Дилан дрожащим голосом. Пока Тарик в гневе пытается прийти в себя, Джейда сопротивляется и не уходит. Но хотя она без особых возражений говорит, что она стариком, Тарик говорит: «Ладно, Джейда, хватит, давай соберемся как можно скорее, а потом поговорим». В этот момент в комнату входит госпожа Хаджер и говорит: «Вы никуда не пойдете». Тарик говорит, что мы много раз разговаривали, но ты не понимаешь слов и всегда делаешь что-то сам. «Госпожа Хаджер, пусть будет так, как вы говорите, я ухожу, с этого момента мы будем решать, как и раньше, но когда Карабеи выгнали меня из этого особняка, я была беременна вами, я одна перенесла все ваши невзгоды, я мать, оставшаяся одна с двумя своими детьми, мы испытали самую большую боль, я не прощаю того, что сделали с моими детьми, с тобой и твоим братом». Как она говорит: «Если ты можешь простить то, что сделали со мной, пожалуйста, прости меня». Она держит Тарика за руку, и на ее глазах появляются слезы. Тарик резко тянет руку и говорит, что никто не прощает содеянного, но я сделаю это тайно, как они, а не причиняя себе вреда, как вы. Когда баран настойчиво спрашивал Гэжу Азади, откуда это взялось, госпожа Азади позвонила ювелиру и сказала: «У меня есть дизайн, принадлежащий Карабеям». Она сказала: «Пришлите его, я буду одинока». Я никогда не думала о чем-то подобном. Это произойдет. В гневе Бэрон пинает стул и кричит: «Я должен выяснить, кто это получил и где он это взял». Дилан мешает ему и заставляет пойти в комнату, потому что его рана кровоточит и швы будут сняты. Акиф и Ипек думают, что забыли торт, и когда Акиф говорит: «Я принесу его», Берфин говорит: нет необходимости, я испеку торт», и входит на кухню с опеком. Пока они пекут торт, Акиф с восхищением наблюдает за ними. Тем временем Берфин не может оторвать от него глаз и постоянно поглядывает. Когда Бэрон не может стоять на месте в своей комнате, задаваясь вопросом, откуда взялась эта серьга спустя столько лет, когда Дилан не может его остановить, он кричит: «Хватит, ты можешь успокоиться». Когда позже Бэрон извиняется перед ним и говорит: «Я тебя расстроил», глаза Дилана наполняются слезами, и он говорит: «Со мной все в порядке, не волнуйся, нам нужно позаботиться о твоей ране, ее нужно перевязать». Госпожа Азади скорбит и плачет с фотографией Ферата и Гуля в руке. В этот момент приходит госпожа Хаджер и останавливает свой злобный взгляд на Гэжи Азади.
Затем она села рядом с ней и спросила, что случилось. Госпожа Азади сказала: «Я подарила ей серьги Гуля. Когда она умерла, они нашли одну из них в ее ухе, теперь прислали другую. У меня болит сердце». Хаджер умерла вместе со своим нерожденным ребенком. Боль свежа, как вчера. Прошли годы, но боль так и не устарела. Когда Тарик и Джейда приходят и видят его таким, Тарик спрашивает, случилось ли что-нибудь. Госпожа Хаджер говорит: «У меня есть работа, я скоро вернусь», и уходит. Леди Азади протягивает руку Тарику, и Джейда тут же хватает ее и садится рядом с ней. Джейда с силой держит ее и садится рядом с ним. Когда Дилан говорит: «Ты вообще не обращаешь внимания, твои швы почти разошлись», Бэрон говорит: «Рана на моем сердце открылась, меня не волнуют швы, мой разум и сердце вернулись на 5 лет назад». Назад, когда я увидел эту серьгу, Дилан говорит мне то же самое. Когда Дилан заканчивает одеваться, Бэрон благодарит ее, и они обнимаются. Когда Дилан спрашивает, почему, по вашему мнению, спустя столько времени появилась эта серьга, Бэрон отвечает, что мне бы хотелось знать. Дилан, я так скучаю по ним. Гуль была не просто членом моей семьи, моим другом, моим доверенным лицом, она была первой, кто открыл мне свое сердце в этой жизни. Мы собирались вместе воспитывать наших детей в Ферате. И Надежда, но теперь ей грустно, потому что нас только двое. Баран, мы потеряли годы и детство с Фератом, мы собирались наверстать упущенное в те времена, когда мы не могли испытать наше братство, не получилось, я не смог защитить его, я не позаботился о нем. Его, поэтому мое сожаление и боль так велики. Дилан говорит: «Не грусти, ты всегда вел себя как брат, даже когда не знал, что ты его брат, ты всегда был очень хорошим братом». Когда позже Бэрон хочет посетить их могилы, Дилан беспокоится о нем. Но Бэрон убеждает ее, что со мной все в порядке, будет приятно приехать в гости, и ты со мной. Когда Джейда остается наедине с стариком и задается вопросом, откуда взялась эта серьга, из нее обязательно что-нибудь выйдет, Тарик становится очень спокойным, и его глаза полны слез. Когда Джейда спрашивает: «С тобой все в порядке? Ты хочешь мне сказать?» Тарик отвечает: «Я много лет завидовал Ферату. Он не был его сыном, но потому что он видел свое отцовство, пока я жил в одном аду. Он жил в другом аду. Это самая невинная история, говорит Ферат, в любом случае, прошлое осталось в прошлом, главное это будущее». Джейда зовет Тугбу и просит приготовить мистеру Тарику черный кофе. Когда Баран и Дилан покидают особняк, они встречают Чинара, который спрашивает: «Почему ты грустишь и куда ты идешь?» Дилан говорит, что нам не жаль, вы просили у нас батарею, мы ее получим. Затем, когда Баран спрашивает: «Хотите ли вы от нас чего-нибудь еще?», Чинар говорит: «Приходите быстрее». Дилан говорит: «Ладно, мы приедем быстро, пообещай ей», и они сядут в машину и уедут. Когда госпожа Айхан приходит домой и видит, что для нее сделали, она очень радуется и благодарит. Затем он открывает свои подарки один за другим. Когда он видит подарок Берфина, он расстраивается, потому что он очень дорогой и ему очень нравится. Госпожа Хаджер плачет на могиле Ферата и говорит: «Ты была моей первой любовью, я не рождала тебя, но я никому ничего не сделала, но я не могла причинить тебе вреда, она собиралась тебя похоронить». Точка. Оказывается, все умирают, но материнство не умирает. Пока корабеи плачут, они забрали мою жизнь, а их враги, твою, приходят Бэрон и Дилан. Когда они приходят, госпожа Хаджер встает и говорит: «Я тоже собиралась». Когда Баран не дает ей уйти и спрашивает: «Почему вы покинули Ферат?», госпожа Хаджер говорит: «Когда я узнала, что Ферат был сыном Айтен, мой мир рухнул. Я так хотела это сказать. Я умоляла Гэжу Азади, но ее гнев сжег и разрушил все. Я знала, что Эйтен будет ему матерью, но она стала, но потом я узнал, что она тоже умерла. Разве нельзя любить ребенка, которого я так любила?» — говорит она и оставляет их с комом. Ее горло. Хасан идет в комнату Гэжи Азади и звонит кому-то по телефону, говоря: «Я хочу тебя кое о чем спросить», но Чинар видит его там и некоторое время смотрит на него, затем уходит, не увидев Хасана.
Баран и Дилан молятся над Гулем и Фератом и чистят траву и кусты на их могилах. Пока Беран плачет, Дилан тоже плачет, обнимает его и поддерживает. Затем они молятся на могиле Мирана. Дилан говорит: «Сын мой, мое дыхание, моя райская птица, я так скучаю по тебе, ты здесь со мной каждый день, но я все еще так скучаю по тебе». Беран жалуется Мирану на Дилана, желая, чтобы твоя мать была с тобой такой же нежной, как и она. Они говорят так, как будто их слышат. Госпожа Азади ищет телефон и нигде не может его найти. Когда Чинар говорит, что его купил дедушка Хасана, госпожа Азади говорит, как он мог купить его, ведь дедушка Хасана не может двигаться и говорить. Когда вы говорите, что говорил Чинар, госпожа Хаджер спрашивает, что вы говорите. Когда Тугба находит телефон и приносит его обратно, госпожа Азади улыбается, говоря, что она всего лишь ребенок. Хотя госпожа Айхан говорит, что Берфин очень хорошо ладит с Эпиком, она говорит Акифу, что оба глаза улыбаются, когда ты видишь его. Когда Акиф спрашивает, при чем тут это, он говорит, что не знаю, теперь ты должен мне это сказать. Не теряя времени, Хаджер идет к Хасану и садится рядом с ним, чтобы посмотреть, что означает исцеление. Хасан в страхе смотрит на нее. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.